Вы такие очки снимаете, рубаху рвете, блядь, сука, пасть порву моргала выколю. Это очень хороший способ вывести себя из ступора. Вы должны просто заорать. Говор Лавр пишет, часто люди начинают пугаться в сложных ситуациях, теряются, впадают в ступор. Не могут защититься, например, или что-то сделать. Что порекомендуешь в такой ситуации? Для этого нужно просто осознать это, что мы и животные, и мы и человеки. Возможно, даже где-то и сверхчеловеки. Да, наверное, какая-то сверхчеловеческая ступень, когда вы понимаете, что мы вмещаем в себе вот это вот все, вот эти все как бы уровни, ступени, и разное сознание бывает. Бывает сознание, сознание животное, которое экспансия туда, а бывает сознание, когда социальное такое, встроенность какая-то, да, то есть вы должны мирно договариваться, обходить острые углы, не конфликтовать и так далее. И нужно вот этот контекст всегда понимать. Этот баланс нужно четко соблюдать. Если он что-то посмотрел не так, или что он там сказал, какое-то грубое слово, это не значит, что вы должны включать режим дикой обезьяны, обезумевшей гориллы, и кидаться на всех. Это тоже неприемлемый путь, он небезопасен. Наука виктимология, наука о поведении жертв, говорит о том, что есть просто два полюса этих жертв. Одни вот такие, забитые поведение, забитое сознание, мышление такое, типа, а другие, наоборот, такие вот, кидаются на все. И те, и другие чаще всего попадают в какие-то ситуации, где они огребают, где они калечатся, где они погибают и так далее. То есть они жертвы, в конце концов. Поэтому, ребята, призываю вас к осознанности, внимательности, бдительности, чтобы вы все четенько, адекватно реагировали. Нет никаких автоматических приемов. У вас их достаточно. Не надо тренировать еще автоматические приемы еще больше. В наших телах уже встроена куча программ автоматических. Нам бы научиться только увидеть это все и как-то переключаться, не быть роботом, а пользоваться этим. В ситуациях, когда вы попадаете в такие стрессы, обстоятельства, и вы знаете, что ваш организм может впасть в ступор, и вы знаете, что, допустим, я вам советую, нужно включить себе вот этот как бы механизм животного режима выживания. Вы должны заорать. Это очень хороший способ вывести себя из ступора. Вы должны просто заорать. Отсюда же и берут свое начало. Ура! Все вот эти вот военные, боевые выкрики, вопли, лозунги, речевки, всякие разные там песенки и так далее. Вот это все начало берет вот именно в этом психологическом моменте, чтобы вы сбросили с себя вот это вот оцепенение, вот этот ступор, шелуху цивилизованности, чтобы вы громким голосом заорали, вы и это оцепенение сразу, вы стряхнете его и почувствуете зверушкой. Ну, типа, все, мосты сожжены. До этого я был таким культурным человечком, такой, галстучек там туда-сюда, я в очочках. А вы такие очки снимаете, рубаху рвете, блядь, сука, пасть порву моргала выколю. И вот таким образом вы себя вводите и сами как бы этот транс боевой берсерка, понимаешь. И второй плюс, вы воздействуете на психику нападающего, вашего противника. Угнетающе действуете, потому что у вас слюной изо рта, вот гримасы, крики, вопли, громкие звуки. Не обязательно должен быть бас, это может быть какой-нибудь визг. Вот таким способом можно выйти из оцепенения. Je hebt me niet gemist.